тот день в нашем маленьком городке шел дождь, и он не прекращался уже целую неделю. Другие люди замечали в этих каплях лишь грусть и тоску, а я находил в этом небольшое вдохновение. Мое имя Кевин, я писатель. На протяжении нескольких дней я не выходил из своего кабинета. Одной из причин, по которой я нормально не мог сосредоточиться над книгой, были мои дети. Из-за погоды были отменены все школьные занятия. А это как раз то время, когда я мог спокойно сидеть у себя в кабинете и писать свое творение в тишине и покое. На этот раз в доме стоял невероятный шум. Поэтому я решил снять загородный домик на то время, пока не придумаю отличную концовку к своему детективу. Лес, небольшой пруд рядом с моим домиком и ко всему этому еще и дождь – это просто райское место для всех творцов. В 100 метрах от места, где я поселился, стояла маленькая старая будка, в которой проживает лесничий. Я зашел к нему в гости, чтобы поздороваться, и угостил моими любимыми печеньками с кунжутом. Он мне сообщил, что здесь часто ходят охотники, которые попадают в разные неприятности, и им принято помогать, если они постучат в дверь. Я не против помогать людям, но я для того и приехал сюда, чтобы побыть наедине. У лесничего на руке была привязана красная ленточка, которая резко привлекла мое внимание. Мне захотелось такую же, и я спросил, есть ли у него еще одна лента. Он с радостью подарил мне ленточку из своей огромной коллекции. Мужчина рассказал, что порой здесь настолько скучно, что приходится шить ленточки. Наступил вечер. Я сидел у окна, а дождь продолжал идти. В дверь кто-то постучал. Я подумал, что это, скорее всего, был один из охотников. Только кому придет в голову охотиться под дождем? Может притвориться, что в доме никого нет? Я открыл дверь и увидел перед собой ужасную картину. На улице стоял охотник намного выше меня, а на руках он держал человека, который был весь в крови. Охотник оказался очень даже вежливым, спросил, можно ли войти. У меня не было выхода, и я позволил. Он рассказал, что встретил этого парня в лесу, когда вокруг него стояла стая озверевших волков. И охотнику пришлось выстрелить в воздух, чтобы разогнать их. Я предложил ему пойти к лесничему, чтобы тот вызвал скорую помощь. Но он ответил, что, к большому счастью, они как раз оттуда. Я немного успокоился, ведь это означало, что скоро приедут врачи и заберут бедного парня. А этот охотник просто уйдет. Мужчина лежал без сознания, поэтому мы сняли с него мокрую куртку и замотали в теплое одеяло, чтобы он согрелся. Охотнику себе сделал чай. Надо же было чем-то заняться, пока ехала скорая. Он рассказывал мне свои истории, которые, ко всему прочему, были очень увлекательными. Я даже взял свой блокнот и начал делать пометки про охотников. Прошел где-то час, но скорая до сих пор не приехала. Охотник захотел спать. Я предложил ему свою комнату, ведь все равно не усну, пока не приедут врачи. Я решил сходить к нашему лесничему. Я подумал, может, он просто забыл позвонить в больницу и уснул? Я подошел к его будке, постучал, но мне никто не открыл. Я зашел в домик, но там никого не было. Домик был маленький, всего одна комната. Только стол, кровать, старенький черно-белый телевизор, мини-холодильник и шкаф, из которого, ко всему прочему, доносилась ужасная вонь. Я открыл его. От увиденного я перестал чувствовать свои ноги. Из шкафа выпало мертвое тело лесничего, которое было в паутине и так воняло, будто находилось здесь уже целую неделю. Провод телефона был отрезан, а мой мобильный не ловил сотовую связь. Я резко выбежал из будки и побежал в свой дом. Взяв ружье, что висело при входе, я зашел в комнату моего гостя. Но когда я открыл дверь, там уже никого не было.